А вы видели кадры реальных мумий инопланетян, которых показывали в Конгрессе Мексики? Или заседание американского правительства, где официально показали НЛО, снятое пилотами? Сегодня я покажу вам железобетонные доказательства того, что мы в этом мире не одни. От случайных фотографий до реальных видео и свидетельств высших чинов. И вот первый вопрос, который я хотел бы вам задать. Каким образом древняя цивилизация, не обладая знаниями о сложных подъемных механизмах и точных инженерных расчетах, смогла создать идеальные по форме сооружения? Да, я про египетские пирамиды и то, что в них удалось найти. При более тщательном рассмотрении становится ясно, что все пирамиды Гизы расположены на пересечении самых длинных широты и долготы. Объяснение этому феномену вызывает множество вопросов. Существует теория, предполагающая, что в прошлом могло существовать развитое человечество, знание которого мы утратили. Однако также популярна и гипотеза о вмешательстве внеземных цивилизаций. По одной из версий, инопланетяне могли посетить Землю и помочь человечеству в строительстве пирамид, оставив после себя технологии и знания. Эту теорию подтверждает статья, опубликованная в 1988 году, которая рассказывает о находке в пирамиде Гизы. Исследователи обнаружили саркофаг с мумией гуманоида и папирус, в котором описывается встреча фараона Хеопса с инопланетянином. Согласно тексту папируса, пирамида была возведена не для фараона, а для инопланетного гостя, и должна служить маяком для его сородичей, которые в будущем посетят Землю. Да уж, именно такие открытия заставляют задуматься о реальных причинах возведения пирамид. Но поверьте, это еще цветочки, ведь дальше я покажу уже реальные кадры инопланетных гостей. В 2016 году сотрудники аэропорта в Майами столкнулись с необычным явлением. На небе появился синий светящийся шар. Уточню, что было доказано, что это не фотомонтаж и не подлог. Да и свидетелей было несколько десятков. Это событие вызвало немало вопросов среди наземного персонала, который снял это явление на видео и разместил в социальных сетях. В комментариях пользователи начали высказывать предположения о прибытии инопланетян, используя фразы вроде «они приближаются» и «добро пожаловать в мир инопланетян». Были версии, что на самом деле это было не вторжение пришельцев, а ракетный запуск из Кейп-Канаверал, произошедший незадолго до рассвета, что и объясняет появление впечатляющего синего света. Но есть один маленький нюанс. Персонал аэропорта работает годами. Запуски происходят довольно часто, но подобный объект увидели впервые. Выводы делайте сами. Нагар и шлам надоели вам? Используйте мастер-пену Валера от ВМП Авто. Она отлично очищает детали двигателя вашего автомобиля, удаляет все лишние отложения и загрязнения. Может быть использована как для алюминиевых, стальных и чугунных деталей, так и для резины и пластика. Мастер-пена Валера абсолютно безопасна для сложных механизмов и не имеет едкого запаха. Попробуйте и убедитесь сами. Промокод на скидку и ссылка на товар в описании. Огни Феникса в 1997 году также стали одним из самых заметных и обсуждаемых случаев наблюдения НЛО. Эти светящиеся объекты были замечены тысячами людей в небе над пустыней Сонора в Фениксе и в других частях Мексики в марте того же года. Наблюдения происходили в интервале между 19 часами 30 минутами и 23 часами 30 минутами по местному времени и охватывали почти 500 километров от границы Невады через Феникс до границ Тусона. Свидетели описывали огни, которые пролетали над местностью на равных интервалах, что было зафиксировано на множестве фото и видеокадров. Эти изображения показывались много раз на популярных телевизионных каналах, таких как Discovery и History, что способствовало дальнейшему распространению информации о данном явлении. Огни Феникса остаются одним из наиболее загадочных и необъяснимых событий в истории наблюдений за НЛО. И самое интересное, никто в итоге не смог дать разумного объяснения увиденному, что лишний раз доказывает их инопланетное происхождение. Ну и куда без видеозаписей военных? Когда американский авианосец Теодор Рузвельт проходил мимо побережья Флориды, произошел необычный инцидент. Пилоты сняли видео, которое шокировало общественность.
На нем был запечатлен летательный аппарат, вращающийся и летящий боком, что напоминало описание известного уфолога Боба Лазера о том, как инопланетные корабли искривляют гравитацию. Форма аппарата напоминала сердце. Скептики утверждали, что видимое вращение было лишь оптической иллюзией, вызванной механизмом стабилизации камеры. Однако пилоты, имеющие опыт работы с подобной техникой, настаивали на реальности вращения корабля, не считая его иллюзия. Джереми Кор, инженер по электрооптике и эксперт по камерам, также подтверждал, что это не было иллюзией. Еще одним интересным аспектом было движение объекта с большой скоростью в боковом ветре, что вызвало вопросы о его возможностях. Ведь современные летательные аппараты не способны держать прямой курс в таких условиях. Луис Элизондо, который возглавлял секретную правительственную программу по расследованию НЛО, обнародовал данное видео. Он ушел в отставку, выразив несогласие с тем, как правительство относится к исследованиям НЛО и национальной безопасности. Элизондо отметил, что многие военные сталкиваются с подобными явлениями, но не сообщают о них, боясь негативного влияния на свою карьеру. Ну и где еще можно встретить пришельцев, если не в космосе? На видеозаписи, опубликованной НАСА, был зафиксирован неопознанный объект в форме вытянутой линии, который появился в космосе во время выхода астронавтов на Международной космической станции для проведения ремонтных работ. Камеры МКС уловили этот объект, парящий за спиной одного из астронавтов на несколько секунд. После публикации видео в интернете возникло множество гипотез относительно его происхождения. От предположений о космическом корабле с Земли до мнений о блике на линзе камеры. Интересно, что само агентство НАСА решило опубликовать видео, при этом не предоставив никаких комментариев или разъяснений касательно происхождения объекта. Это вызвало еще больше вопросов и спекуляций. Некоторые задаются вопросом, почему НАСА публикует подобные материалы, если они не сопровождаются объяснениями, будто это была попытка негласного подтверждения существования иных цивилизаций. А если нет, то почему не опровергли? Ну и куда без самой известной и растиражированной встречи с инопланетянами. В 1947 году в Розуэле, штат Нью-Мексико, произошли загадочные события, точные обстоятельства которых до сих пор остаются неизвестными. Очевидно, что что-то упало, и по данным некоторых свидетельств, это мог быть внеземной аппарат. Однако официальная позиция правительства США заключается в том, что в Розуэле в 1947 году никакой инопланетной деятельности не было. На месте, рядом с военной базой, были найдены обломки, которые, по версии правительства, являлись частью исследовательского проекта с использованием аэростатов. Тем не менее, многие до сих пор не верят этой версии. В те времена, если правительство говорило замолчать в интересах национальной безопасности, люди подчинялись. Музей НЛО в Розуэле привлекает людей со всего мира, предлагая им исследовать различные возможности и версии произошедшего. Хотя музей и не дает окончательных ответов, основное удовольствие для посетителей заключается в возможности сделать собственные выводы. Главная привлекательность этого музея в тайне, которую он хранит. Всем нравятся тайны, и эта тайна – одна из самых больших в нашей истории. Да и от себя добавлю, что дыма без огня обычно не бывает. А если вас не убедило все вышепоказанное, то, может, правительство США? Послушайте, Дэвид Граш, бывший РУК, а водитель отдела по анализу необъяснимых аномальных явлений в Министерстве обороны США, на заседании Конгресса выразил беспокойство относительно долгосрочной программы сбора данных о НЛО, к доступу к которой ему было отказано. Граш заявил, что американское правительство на протяжении многих лет занимается изучением обломков и инопланетных аппаратов. По его словам, люди, сообщающие о встречах с НЛО, сталкиваются с преследованиями, и некоторым из них был нанесен вред. Граш также выразил опасения за свою собственную жизнь. Представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил, что президент США серьезно относится к информации о НЛО и подчеркнул важность исследований в этой области. В 2022 году на слушаниях Конгресса были показаны несколько видео, где зафиксированы странные неопознанные объекты, в том числе одно видео с разведывательного дрона, который снял необычный объект, пролетающий над военной базой США. Правительство признало, что не может объяснить эти явления.
Публичное обсуждение вопроса НЛО на заседаниях Конгресса указывает на изменение подхода властей, которые ранее столетиями отрицали существование этой проблемы, а теперь открыто обсуждают ее на высоком уровне. А будет ли человек лгать, когда его судьба предопределена? Предсмертное признание ученого Бойда Бушмана, старшего научного сотрудника компании Lockheed Martin и бывшего сотрудника Зоны 51, стало одним из самых обсуждаемых событий в контексте изучения инопланетной жизни. Непосредственно перед своей смертью в августе 2014 года Бушман записал видеообращение, в котором поделился своим опытом работы с неопознанными летающими объектами и инопланетянами. Бушман утверждал, что правительство США тайно вело переговоры с инопланетными гуманоидами ростом от 130 до 150 сантиметров, которые обладали 3 позвоночниками и способностью к телепатическому общению как между собой, так и с людьми. В своем видеообращении ученый показал несколько фотографий, которые якобы изображали этих инопланетян. Как вы понимаете, это видео вызвало широкий резонанс в обществе. Учитывая авторитет Бушмана и его значительный вклад в науку, включая работу с крупнейшими оборонными компаниями и получение множества патентов, многие задаются вопросом о его мотивах. Почему ученый, находясь на смертном одре, решил поделиться информацией, которая могла бы подвергнуть сомнению всю его карьеру? Этот вопрос остается открытым, усиливая доверие к его последнему признанию. Но не только правительство США, но и Мексики начало вести открытый диалог по поводу существования НЛО. Как будто что-то намечается. Известный журналист и уфолог Хайме Маусан представил на заседании Конгресса Мексики находки, которые, по его мнению, могут свидетельствовать о существовании инопланетных форм жизни. Эти мумии были найдены в шахтах возле Пальпы и Наски в Перу, и радиоуглеродный анализ показал, что их возраст составляет около 1000 лет. Маусан утверждал, что молекулярный анализ подтверждает внеземное происхождение этих существ. По описанию Маусана, существа обладали нечеловеческой природой. Они имели 3 пальца, удлиненные головы и достигали в высоту приблизительно 170 сантиметров. Также было заявлено, что внутри мумий находились яйца с эмбрионами и имплантаты, содержащие кадмий и осмий. Однако эти утверждения вызвали серьезные сомнения и критику со стороны научного сообщества. Большинство ученых и экспертов скептически относятся к таким заявлениям и подчеркивают, что для окончательных выводов о происхождении и природе мумий требуются более тщательные исследования и надежные научные данные. Статья с заголовком «Доказательства существования НЛО» появилась во всех местных газетах Техаса в день, когда в интернете было опубликовано видео, найденное одним из пользователей Google карт. На видео были видны странные объекты, что вызвало волну интереса среди пользователей, желающих самостоятельно исследовать сервис. Однако попытки найти объект оказались тщетными, так как автор видео не указал точные координаты, что сделало поиски невозможными. Да и сам человек куда-то пропал, только кадры его находки остались в интернете. Это, естественно, привело к множеству споров относительно достоверности источника. Тем не менее, уфологи уверены, что если это правда, то загадочная фигура, показанная на видео, могла прибыть на Землю из космоса и представлять собой либо живые организмы, либо какой-то зловещий знак. Ну и еще один массовый случай, который невозможно упрекнуть в достоверности. В 1989 году в Бельгии произошло знаменательное событие, связанное с наблюдением НЛО, которое оказалось одним из самых документированных случаев в истории. В ноябре того года свидетельства о наблюдении НЛО дали 30 разных групп людей, включая полицейских. Они описали один и тот же большой, плоский, треугольный летающий объект с 3 красными лампами на нижней стороне, который парил на низкой высоте над Бельгией. Огромное судно двигалось бесшумно и было замечено на маршруте от города Льеж до границы с Нидерландами и Германией. До 30 марта следующего года появлялись новые свидетельства, и к тому времени уже 13 тысяч жителей увидели объект. Бельгийская авиация зафиксировала его на радарах и направила на поиски 2 истребителя F-16. Пилоты пытались перехватить НЛО,
совершив 9 попыток. Но каждый раз, когда они захватывали объект на радаре, он резко ускорялся с 240 км в час до 1770 и совершал маневры, несовместимые с возможностями человека на борту. Объект менял высоту с 2700 метров до 1500, затем поднимался до 3350 метров и опускался почти до Земли. Все это за считанные секунды. Из 2600 письменных заявлений, в которых свидетели подробно описывали свои наблюдения, ни в одном не было отмечено звуковых волн в ходе маневров, которые они наблюдали с Земли, пока F-16 проводили свои операции. Этот инцидент стал одним из самых загадочных и обсуждаемых в истории наблюдений за НЛО. И я уверен, что с каждым годом будет всплывать все больше и больше доказательств, раз об этом начали говорить на уровне мировых правительств. Кстати, если вам близка эта тема, вы умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то пишите в Telegram-бот по ссылке в описании. И спасибо за просмотр!